Всем доброго вечера. Итак, продолжаем с вами загробный мир. У нас сегодня, наверное, 33-я часть, 33-й ролик. Значит, задавать вопросы под роликом «Мир мертвых». Ваши вопросы больше нигде. Ссылку я оставлю под роликом, потому что иного выхода нет. Постоянно пишут черти где. Так хотя бы нажмут внизу и поймут, куда надо написать. Так, дальше. Ответы, то есть вопросы, которые я уже озвучила, я удаляю, чтобы вторично не читать. Что касается мира мертвых, мира духов, у нас есть огромное количество подобных видеороликов, встречи с духами, царство мертвых, царство смерти. Огромное количество. Мистические истории, мистика у камина. Что еще? Мистика у кота Бегемота. Призраки, встречи с призраками. Я огромное количество лекций посвятила миру мертвых, потому что жизнь у нас недолгая, короткая, в принципе. Ну, самая длинная жизнь, сколько там, век с чем-то. А смерть, она вечна. И когда люди знают о смерти, сколько нужно, у них пропадает страх перед смертью. То есть они воспринимают смерть как само собой разумеющийся часть нашего бытия. Ну и очень много вопросов, которые требуют прояснения. Тут недавно нашла стихотворение не очень известного автора. Значит, Владимир Британишский. 1978 года стих. Хочу вам прочитать. «Я гляжу через реку на той стороне, в мире том, но таком же большом. Светит солнце, еще непонятное мне, но понятное тем, кто ушел. Там за Камой, за Волгой, за всякой рекой мать, отец и все больше друзей. Заселяется мир, мир почти что такой. Тот, но в этом терпеть все трудней. А на призрачном, потустороннем лугу рай цветов и трава зелена. И чем больше любимых на том берегу, тем понятнее та сторона». Красиво сказано, да? И ведь, если задуматься, действительно, заселяется тот мир постепенно. И когда мы уйдем, каждый из нас, там уже будет огромное количество родных и близких. Не будет одиноко. Там бабушки, дедушки, соседи, которых я знала. Некоторые друзья детства, их тоже нет. Тетя моя ушла недавно. Огромное количество людей, которых я знала, которые ушли. Чем старше становимся, тем больше мы их провожаем туда. И потом сами идем к ним и присоединяемся. Так что, если так подумать, наверное, символично, действительно. Постепенно заселяется мир близкими, тот мир. А потом мы пойдем.
а потом после нас придут, а мы уже будем там. Очень много случаев, очень много рассказано. Недавно смотрела Наталья Андрейченко, значит, после смерти или опыт между жизнью и смертью она рассказывает. Каждому показывает свое, но очень много общих черт. Так вот, она говорит о том, что она вышла из тела, не было ни боли, ничего. Ужасно не хотелось вернуться. И когда вернулась, первая мысль, я снова в тюрьме. У меня было несколько таких околосмертных опытов. Хочу сказать, что именно так и думаешь. Такое ощущение, как будто тебя кидают в какой-то, не знаю, огромный мешок зашитый, который весит там чуть ли не тонну. У тебя вот после такой легкости, когда у тебя опять появляется тело, и это тело где-то колет, где-то болит, у этого тела есть свои потребности, есть, пить, купаться, привести в порядок и так далее. У тебя такое ощущение, как будто ты в плену находишься. Вот это временное тело. Когда мы смотрим на умершего человека, нам больно. Мы понимаем, что мы навсегда попрощались, что мы закрыли в земле этого человека. Но на самом деле для этого человека это тело уже не имеет никакого значения. Он не хочет туда возвращаться, и он абсолютно безразличен к этому телу. И у вас у всех в свое время будет именно такое чувство, что тело, знаете, как один сказал правильно, как будто тухлый, такой мешок тухлого мяса. И так, говорит, не хотелось вообще, как будто в мешок тухлого мяса меня засовывают обратно. Почему такое ощущение? Потому что тело все-таки оно болезненное, оно стареет, болеет и так далее. И вот без тела ваш разум существует. Вы себя не видите, вы не понимаете, вы не видите ни рук, ни ног, ничего. Но вы понимаете, что в пространстве есть. Это удивительное чувство. Я почему вам говорю, что вот 1,000,000% уверенности в том, что жизнь после смерти существует. Мне рассказывали не только зрители, мне рассказывали близкие люди, которые никому не говорили еще в то время, когда только начиналась там свобода слова, боялись, что их закроют просто, как сумасшедших. Один мужик вообще рассказал, что пьяненький шел по дороге, и тут навязался к нему попутчик. И начал говорить, мол, это была зима. Слушай, что ты в этом, бушлате своем ходишь? Смотри, как жарко. И он рукой, значит, так показывает, и перед его глазами прям лето. Деревья в цвету, жаркое лето, трава зеленая. И он не смог понять. Он подумал, что, может быть, ему зима снилась, и то, что он был только что с друзьями выпивал, тоже ему снилось. Может, у него галлюцинации. Он испугался, чтобы его за дурака не приняли. Он начал снимать зимние вещи. Все снял. Он говорит, да снимай прям в трусах, иди, жарище так. Значит, он все снял себя. И начал идти. И тут останавливается, значит, машина ДПС. И там ему говорят, ты чё, Бул, идешь-то? Ну, он там внятно что-то говорит. Они его, значит, запихнули чуть ли не насильно. Накинули на него одеяло, значит, ему дали там, включили печку, привели в порядок и говорят, ты ненормальный, что ли? Ты что, голый идешь, значит, по снегу? И он очнулся, и он понял,
Он понял, что его просто за сумасшедшего примут, дурки закроют. И он сказал, да хрен его знает, пьяный был, что-то показалось, что жарко, начал раздеваться. Вот, ну, мужики, ну, пьяный, пьяный дурак, что теперь сделаешь? И они ему, мол, ну, скажи адрес, отвезли по адресу, не стали задерживать, ничего, иди, говорит, домой, и больше такой ерундой не занимайся, помрешь же. Он после этого не пил вообще, и никому не рассказывал, боялся. А он действительно увидел человека, который ему показал лето. Он начал раздеваться. А ведь мы иногда слышим о таких историях, что нашли человека, он разделся. Да, ученые говорят, что когда чрезмерно, значит, тело мерзнет, замерзает, ощущение, как будто ты в бане находишься. Это такой вот инстинкт, может, какое-то утешение мозга, может, обман мозга, для того, чтобы человек с ума не сошел, какая-то защитная реакция. Человек начинает снимать с себя все. Поэтому и мерзнут люди. Их находят, они голые лежат. Посреди сугроба, в мороз, они голые. Потому что мозг начинает тебя обманывать, что жарко. Такое существует, но мы же не можем оттуда вызвать и спросить, а что там случилось, почему ты разделся и замерз, правда? Это мы можем предполагать. Это говорят ученые, это вот примерно вот так вот выглядит. Но это все очень относительно. В основном, основное количество случаев, когда человека возвращает к жизни, он всегда говорит, что кто-то появился, было жарко, кто-то его повел в баню. Зайдем в баню, раздевайся, разделся. А его потом нашли полузамерзшего, там у него ампутировали, значит, пальцы ног и так далее. Это еще легко он отделался. Почему? Потом, да меня, говорит, в баню пригласили. Какую к черту баню? Ты зашел в какой-то там старый заброшенный вагончик, там стоял возле леса, разделся и, значит, упал на пол. А ему показали, что это баня, жара, пар идет, снимай себя все. Вот как происходит. Но если вы посмотрите, например, там мой ролик, да, нечисть, почему они приходят, я там объясняю. Это тоже определенное наказание. Когда человек пьет или что-то еще употребляет, у него защитная вот эта функция падает. У него нет этой защиты. И уже просачивается в его мир, в его вот этот ментальный мир, границу, вот эти злые духи, которые могут его запутать, которые его приведут к смерти, да. Это именно надо очень сильно нарушить какие-то законы мироздания, чтобы оказаться в такой ситуации. Потому что если ты, просто случайно так забрел туда, бывает иногда по молодости, по глупости, вот есть какие-то, знаете, пощекотать себе нервы. Есть какие-то гиблые места, и вот молодежь туда прется, да. Замечали? Хотят пойти по заброшкам, что-то снимать. Это тоже нарушение границ. Зачем это делать? Если вы слышали оттуда какие-то звуки, крики, если вы знаете, что там плохое место, зачем пересекать эту границу, эту грань дозволенного, чтобы потом по башке не получить? Но делают. Но их могут проучить. А те, которые не вернулись, их, значит, наказали. Вот в чем разница. Итак, начнем. Вопрос. Здравствуйте, Инга. Значит, благодарю за лекции. В 21 году я купила дом в деревне. Сейчас использую как дачу. Дом сразу покорил меня светлой энергетикой, ощущением тепла, уюта. Прежний хозяин дома, дядя Коля, был мастер, главный гончар на селе. Про него даже документальный фильм сняли. После его смерти дом 4 года простоял пустой. Купила его, не раздумывая. Летом 22 года ночью случилась там со мной необычная история. Я была одна в доме, проснулась среди ночи от того, что на меня навалился кто-то. По ощущениям, мужичок среднего роста. Смешно сказать, но даже ощутила просторные семейные трусы. Каким-то образом мне удалось сбросить его с себя. Я резко села на кровать. Еще как бы находясь в полусне, громко, отчетливо сказала в темноту: если ты еще хоть раз позволишь себе что-то подобное, я тебя солью, понятно?
И тут я окончательно пришла в себя. Что значит солью? Не заявление же в полицию, как будто кто-то внушил эти слова. Вышла во двор подышать воздухом. И тут из-под навеса мне в лицо бросилось маленькое черное существо, вроде летучей мыши. Ни разу их тут не видела. Скажите, пожалуйста, мог это быть покойный хозяин дома, дядя Коля? Он умер примерно в 17-м году. Соседка мне рассказывала, что он был большой любитель по женской части. Самое удивительное, что я особого страха не почувствую. Мной владело огромное возмущение. Это плохо? Нет, это неплохо. Это мог быть дядя Коля. И почему? Дело в том, что когда дом долго пустует, считается, что там туда вселяется нечисть. Либо хозяин дома не дает долго продавать, значит, он там живет. Значит, его надо отправлять на покой, и после этого дом продастся. Если этого не делать и через силу, вот просто как-нибудь подешевле этот дом быстренько продать, запихнуть, то его душа там не найдет покой. Он будет нападать на всех, кто там находится. Просто вам не рассказывали. Очень может быть, что и на других женщин, которые там оставались, или родственницы, или, может быть, подруги, или кто-то же там когда-то бывал, может быть, точно так же было совершено нападение, просто они об этом не говорили. Ваша смелость сделала свое дело, он больше не подошел. Скорее всего, ушел оттуда. Почему? Потому что духи, которые и души, которые не нашли покой по разным причинам, не обязательно, чтобы он был плохой человек. Ну вот не захотел он расстаться со своим домом. Они питаются отчасти энергией страха. Вот если бы вы испугались, начали плакать и так далее, он бы еще раз пришел. И так до бесконечности. Но поскольку вы не дали ему эту энергию страха, как он хотел, ему нечем было там питаться, он увидел, что вы его не боитесь, и он ушел. Такое бывает. Но это легко сказать. Не надо бояться, не надо питаться энергией страха. Все равно человек боится, мы живые люди. Но, по крайней мере, знайте, что дело не дойдет до вашей жизни, именно физического составляющего. Но, конечно, безумие может наступить, если постоянно бояться спать, не отдыхать. Конечно, рано или поздно начнутся психические болезни, это понятное дело. Ну, лучше в таких случаях, конечно, окуривать, очищать дом, чтобы показать. Ну, я вам посоветую, иногда громко скажите, что это ваш дом, я здесь хозяйка. Это мой дом, будет так, как я скажу. А если ты не уйдешь, то я тебя выгоню. Увидишь, что с тобой будет. Вот эти слова «я тебя солью», это, пришло на ум первое, что пришло, но он испугался. Почему? Потому что он посчитал это, что вы призовете какую-то силу. Они боятся этих сил. Они же прячутся. И их души могут вытащить стражники и забрать. Им пока дают время попрощаться, но если они нарушают, это как, знаете, как он там говорит, режим УДО. Вот если он нарушает, если он не выполняет, если он срок вот этот испытательный не прошел, его могут забрать. И они это знают. Поэтому тот испытательный срок, который им дали на земле оставаться, они не должны ничего противозаконного творить для того мира. А если сделают, то придут, их заберут. И поэтому их всегда пугали и грозились колдуны, что если ты сам не уйдешь или ты не уймешься, да, что я нашлю на тебя или призову силы, и они тебя будут гнать отсюда. И после этого они стихают надолго, иногда и навсегда, больше не подходят. Вот что у вас случилось. Так, доброго времени суток. И так далее, и так далее. Спасибо, мне тоже приятно. В то недавнее время, когда еще люди меняли квартиры, как-то кто-то с доплатой на большую площадь, кто-то просто обменом района на район. Мои бабушка и дедушка поменяли квартиру с 3-комнатной на 2-комнатную. Район вроде бы неплохой, но дом стоял возле перекрестка дорог. Когда они переехали в эту квартиру, вскоре заболел дедушка. У него
Было в общей сложности 5 операций. Ампутации конечности. Ему ампутировали 2 ноги через какое-то время. Понятно, дедушку парализовало, вот бабушка заболела раком. Все это началось, когда они переехали в эту квартиру. Я у них очень часто ночевала и частенько не могла уснуть, боялась спать. Были такие моменты, когда на тебя кто-то навалился, и пошевелиться ты уже не можешь. Это сейчас я понимаю, что это сонный паралич. Так как очень часто слушаю ваши лекции, и в одну из этих ночей на меня кто-то навалился. Открыв глаза, я кое-как прошептала. И в этот момент я увидела, как от меня отодвинулось что-то мохнатое и темное, ушло в кладовку. Но дверь была закрыта в кладовую. Прошло некоторое время, умер дедушка. Через некоторое время умерла бабушка. Так случилось, мы меняли место жительства, продали эту квартиру. Вы знаете, не было жалости, что оставляем квартиру, где жили бабушка, дедушка. Наоборот, было какое-то облегчение. Не хотелось даже ходить больше в этот район. Я задаюсь вопросом. Если сочтете это, ответьте, пожалуйста, неужели из-за квартиры так может измениться судьба на 180 градусов? Во-первых, вы сами сказали, перекресток. В армянском языке перекресток называется хачмерюк. Если перевести дословно, означает здесь крест умер. Или здесь крест не действует. Это на более современный христианский, скажем, вариант, так называют. Раньше, конечно, по-другому называлось. Что означает, что в этих местах обитают темные духи, темная сила, черти, как хотите. Почему? Перекрестки это порталы. Вот рекомендую вам открыть мою лекцию «Перекрестки. Магия перекрестков». И узнаете. Перекрестки, если человек постоянно через определенный перекресток проходит на работу и обратно, постоянно, через некоторое время начинает болеть. Начинаются финансовые проблемы. Перекрестки – это ворота в иной мир. То есть в параллельном измерении это ворота. Ты через этот мир проходишь туда-обратно. То есть Нави и Яви, да, как если уж перевести на более европейский, на русский вариант. Значит, Явь – это мы с вами явно живущие, явно видно нас. А Навь – это потустороннее пространство. Мир духов, богов, мир мертвых и так далее. Так вот, вот это вот пространство, вот это место, портал, неважно какой перекресток, Т-образный, 4 дороги, это самые опасные перекрестки, ну и самые сильные, естественно. Бывает 5 дорог, бывает 6 дорог. Различного типа перекрестки существуют, и они все определенные порталы. Вот если вы сейчас сядете и подумаете, вспомните, чаще всего аварии случаются возле перекрестков. Перекрестки бывают гиблые, перекрестки бывают чертовые перекрестки, по-разному так прям называют. И дома возле перекрестков, ну там могут жить люди, ну скажем так, сильные люди. Не всем можно возле перекрестка жить. Я живу возле перекрестка, но наш перекресток Т-образный. Там, значит, 3 дороги. Трехдорожный перекресток, Т-образные перекрестки. Они не столь опасны. А именно вот классические перекрестки, если там строят рядом, там не есть хорошо. Там места силы, то есть, ну как объяснить? Для кого-то это очень даже хорошо, прям близко все, а кому-то это смертоподобно. Да, есть гиблые места, где строили дома во времена научного атеизма, что Бога нет и бояться нечего, не боимся ни черта, ни Бога, все хорошо и так далее. Вот в эти времена строили в таких местах дома, не считались с этим. Строили на местах могил. И за это расплачивались очень жестоко. Есть дома, которые, знаете, как черная воронка. Они забирают силу, они забирают энергию, они забирают жизнь, здоровье людей. Вот я уверена, что вот то, что настигло вашу бабушку и дедушку, что
это не только у них такая проблема была, что у соседей точно такое же было. В таких местах лучше не жить. Покупая дом или квартиру, внимательно изучайте историю района, посмотрите, где находится эта квартира, не было ли там когда-то кладбища, не было ли на этом месте разрушенного храма, неважно. Все это может создать неблагоприятные условия для жизни, потому что место, энергия этого места, она влияет на судьбу человека, естественно. Она либо дает силу, либо отбирает жизненные силы. Здравствуйте, уважаемая Инга. Благодарю вас за знание и труд. Так, в одном из ваших роликов я узнала, что нельзя покупать могилу при жизни. Понимаю, что могила не должна долго оставаться пустой. Моя сестра купила себе недавно могилу рядом со своим мужем. Ей 65 лет. Я в ужасе. Подскажите, пожалуйста, что ей нужно делать, чтобы ее действия не накликали беду? Благодарю. Но делать надо ей, поэтому иметь в виду, что если она не согласится, вот, если она не согласится это сделать, то это вам никак не поможет. Да, нельзя. Нельзя заранее ничего покупать. Нельзя заранее могилу покупать. Самое большее, что можно было сделать, это когда очень уже старые люди понимали, что недолго им осталось, они себе подготавливали белье и все там на уход. То, во что их должны одеть, когда они уйдут. Это можно, но когда уже человек прям вот уже на пороге смерти, когда ему уже 90 с чем-то лет, он имеет право это делать. Но до 70 лет, до 75 лет желательно такие вещи не делать. Значит, в древние времена, когда большое кладбище, значит, или покупали, или занимали семья. Кстати, вот недавно смотрела, там шастает один мужик по кладбищу в Краснодаре для того, чтобы облаять мертвых. Это, конечно, очень плохо закончится для этого мужика. Омерзительно было смотреть это все. И для народа, который внизу пишут гадости. Вы понимаете, что вы лично можете остаться без могилы вообще, когда вы обсуждаете чужую могилу. Так было противно. Там, значит, как склеп сделали железные ворота. Это на юге принято. Либо склеп был, либо закрытый как дом. А внутри, значит, могила людей. И там такие грязные вещи сказали про этих людей. Может, они были учителя, может, они были уважаемые люди. Вот их община собрали деньги и сделали красиво. Ничего там особенного нет, просто большая территория и закрытые, как склеп, ворота. Наверное, для того, чтобы никто не заходил, лишний народ, чтобы они сами приходили, помянули. Я не вижу в этом ничего плохого. Когда закрывают могилу, чтобы при снеге или дожде там, не было вот как бы, чтобы камни дольше сохранили себя. И сидят, вот это обсуждают. Это омерзительно вообще. Я внизу просто написала и говорю, я вот читаю вот это все, у меня просто вот ужас. Вы хоть понимаете, что за покойниками лаять не очень хорошо? Вот насчет этого, что вот почему купили такую большую территорию. Но заранее ставить памятник нельзя. Заранее написать свое имя нельзя. Некоторые вообще и фотографию ставят, и имя пишут, чтобы дети потом не мучились. Значит, деньги на похороны, все собрано. Я еще раз говорю, когда человек уже должен уйти, вот он болеет и понимает, что вот мало осталось. Да, может он такое сделать ради того, чтобы дети не мучились. Я не знаю, что там за великое мучение должно быть. Ну да ладно, как бы. Никого не оставили на земле, всех похоронили в любом случае. А вот в таком нет. И вот в древние времена, когда знали, что рядом с мужем будет лежать жена, и эта территория была отведена для семьи, например,
или кто-то сказал, что вот это для нашей семьи, вякнул. Для того, чтобы отвести беду, нужно на этом месте, где могила, она не должна быть пустая, понимаете? Если она пустая, она призовет человека туда. Она должна наполниться. Вселенная не любит пустоту. Еще раз вам говорю. Она ее наполняет. Вот посмотрите. Вы зашли в новую квартиру. Купили несколько, например, там чашки, ложки, сказали, все этого достаточно, пока вам начинает дарить. Ни с того ни с сего где-нибудь, ой, решили купить, какая-то распродажа. Через некоторое время у вас просто полные там все эти чашки, ложки. Может, кто-то скажет, ну, естественно, там дом постепенно наполняется. Нет, не из-за этого. За очень короткое время наполнится похожими предметами. Вот если у меня одна статуя была, понятно, у меня там, мне дарят, это ясное дело. Но люди, которые сами, например, один купили, сказали, ну, все, достаточно. Через некоторое время у вас вся полка в фортунах и так далее. То ли подарили, то где-нибудь увидели, понравилось. Она притягивает себе похожие предметы. Так вот, умершего похоронили на этом месте, и эти все ямы должны наполниться ушедшими. Если уж тем более она купила, говоря о том, что это мое место. И чтобы такое не случилось, я как-нибудь дам отдельный ритуал, но для начала пусть ваша сестра возьмет, купит куклу, желательно тряпичную куклу, но если не найдет, можно хотя бы такую. И закопает на этом месте вместо себя. Со словами «Чур меня, чур». Вместо меня здесь оставайся, а мне жить-поживать. Тебе здесь лежать, а мне здоровой бежать. И уйти. Чтобы это место, чтобы обмануть, как бы сказать, ну, это, кто-то скажет, как можно обмануть силы смерти? Есть в потустороннем мире определенные законы. Эти силы не видят, как мы с вами. Вот мы идем, два человека стоят. Один упал, а один остался. Нет, они видят по-другому наш мир, понимаете? Вот есть духи, которые приходят, они вот как змеи, они смотрят, видят вот эту вот теплую энергию человека, или энергию, или кто-то. Это обычно силы смерти, вот те более малые духи, скажем, по иерархии, которые должны забирать душу. Вот они приходят, могила пустая. На чье имя куплено, его надо сюда привезти и положить, потому что он купил. И все сделается для этого. Забирается энергия, сила, наводится болезнь. В конце концов, за короткое время, 5-6 лет, она приходит и ложится туда. Чтобы этого не случилось, это сила смерти, которой дали задание, наполни эту могилу. Она приходит, а могила уже наполнена, кто-то уже умер, все, лежит тут. Они не видят, это кукла или человек, они видят наполнение могилы, все. Вот так в древние времена обманывали смерть, так считалось. Есть определенный закон потустороннего мира, который они нарушать не имеют права. И даже если они понимают, что это кукла, а не человек, но если могила наполнена, больше туда наполнять никто не должен приходить. Эта могила уже занята. Следовательно, ее оставят в покое. Все, кто купил себе место на кладбище, дам как-нибудь такой ритуал. Но пока сказала своими словами. Ну, и с теми словами, или самым попроще, да? Принесите, положите эту куклу. Чур меня, чур. Или там, тебе здесь быть, а мне жить. Ты здесь тебе лежать, а мне здоровой бежать. Вот и все. Вот наподобие этого. Но куклу похороните и закройте. И когда-нибудь через много лет придет ее время, вытащит куклу и положит ее. Но пока пускай она живет. Она должна эту куклу положить, вам нельзя. Понимаете? Она на свое имя взяла. Пойдемте дальше. Это поможет. Это реально отведет беду, если она это сделает.
Так, и не обязательно, чтобы она была на нее похожа, не похожа. Просто желательно тряпичная. Если не найдется, ну, пускай будет такая. Но, по крайней мере, могила должна быть заполнена. Она не должна быть пустая. Собаку, кошку нельзя туда класть. Это забудьте. Такие вещи делать нельзя. Потому что это кладбище людей. Так, давайте еще один вопрос на сегодня. Восхищаюсь вашей силой, неисчерпаемой энергией. Ой, спасибо. То, что продолжаете нести нам древние знания. И любовь к обычным людям. Конечно, не всем хочется узнать о загробном мире. Для меня это всегда было священным и не требующим подтверждения. А мы здесь не подтверждаем. Мы, наоборот, людям говорим, чтобы они понимали, что там бояться нечего. Потому что страх – это всегда страх от неизвестности. Когда знаешь примерно, что там есть, знаешь, как правильно жить, чтобы в правильное место попасть. Вот о чем. Это не значит, что если мы что-то не видим, значит, оно не существует. Многое сокрыто от нас для нашей безопасности. Не только. А еще для того, чтобы была чистота эксперимента. Если человек будет знать, что там с него потребуют, он от страха здесь будет играть роль хорошего человека. А это будет нечестно. Надо, чтобы человек не знал, что его там ждет, и был действительно от природы добрый, чтобы он сам себя воспитал хорошим человеком, и тогда он получит награду. Знаете, вот иногда, когда читаю, как мне недруги мои желают тюрьмы, желают там разорения, еще чего-нибудь, честно, я убеждаюсь в том, что мне повезло, мне дали добрую душу. Вот невзирая на их подлости и гадости, никогда не желала этим людям тюрьмы, какого-то разорения, чтобы они нищие на улице просили есть. Нет у меня в душе этой злобы. И я смотрю на этих людей и думаю, какие вы конченые. Значит, вам станет легче, если человека посадят или убьют. Злые, понимаете, злые души никогда ничего не добьются. И поэтому эти люди не понимают, почему у них ничего не получается, а у меня получается. Я добродушный человек, я могу быть жесткой, я могу быть грубой, но я тварью никогда не была и не буду. И вот я смотрю на них и думаю, если бы вы знали за ваши пожелания, за ваши мечты, за ваше стремление кому-то навредить, что вас там ожидает, вы бы себя так не вели. Понимаете, о чем речь? Вот из-за этого мир духов не раскрывает себя, чтобы человек сам себя воспитал, чтобы человек обуздал свои страсти, свои непотребные желания, неправильные мысли, сам себя воспитывал. И тогда он получит эту награду. А если человек будет притворяться хорошим от страха, это нечестно. Вот когда нас пугают адом за какие-то грехи, я считаю, что это не... Ну, во-первых, такого ада нет, как показывают. Ад – это совершенно иное, это междумирье, это находиться на этой земле, не найти покоя. Это такой же ад, адские мучения для души в принципе. Но в том понимании, в котором описывает, нет. И вот я сижу и думаю, это называется шкуропоклонничество. Это от страха перед адом ты делаешь добро. Ну и грош цена твоей доброте, правда? Грош цена. Если ты это делаешь только ради того, чтобы там не страдать, значит, ты нечестный человек. Вот о чем речь. Вот поэтому мир мертвых не раскрывает полностью свои секреты. Иногда люди приходят, говорят, верьте, там есть жизнь, там есть расплата, там вечность, поэтому задумайтесь над своими поступками, люди, потому что у вас не будет шанса вернуться, все исправить. Подумайте 100 раз, что вы желаете, что вы говорите, как вы себя ведете. Это может отразиться на вашей жизни, на жизни ваших близких. Вот бабушка, мама, они как старшие женщины в роду обладают определенной энергией. Они могут запрограммировать жизнь своих детей. Поэтому детей надо поощрять, любить, хвалить их. Какая ты молодец, какая ты умница, какая ты хозяйка. Ну, она подмела, пускай не чисто. Ну, похвали ребенка, потому что ты даешь им наставление.
ты планируешь его жизнь. Ты говоришь ему, какая ты умница. И вот она умница и вырастет. Вот евреи так воспитывают своих детей. Они дают деньги, потом хвалят, как хорошо ты потратил, как правильно ты потратил, как правильно ты копишь эти деньги, какой ты умница. Вот этот будет у меня банкир, этот будет начальник там не знаю чего-то, этот у меня будет актер, этот писатель. Они программируют своих детей на удачу, на хорошее. А в основном детям что говорят? Дебил, дурак, идиот, ослепнешь перед компьютером, сидишь, отупеешь, какой ты тупой, какой ты такой, посмотри, у соседей какие умные дети, а ты там неумеха, а ты опять что-то не то сделал. Почему? И в итоге мы получаем действительно ребенка, неудачника, у которого ничего не получается, и удивляемся, почему не получается, а что не так? Да потому что ты всю жизнь планируешь его жизнь. Родители сидят, разговаривают, мой дурак-то, мой дебил-то вот так сделал, мой идиот-то пошел женился, мой осел пошел не туда учиться. Вот, понимаете? И вот за все мы несем ответственность, либо наши дети. Поэтому надо правильно жить. А чтобы правильно жить, примерно знать, что там нас ждет, но не полностью. Иначе это будет фальшиво и неискренне, не по-настоящему. Так, продолжим. Значит, сейчас, секунду. Конечно, не всем хочется узнать, не всем хочется узнать о загробном мире. Для меня это всегда было священным и не требующим подтверждения. Но, извиняюсь. Но знать, как взаимодействуют наши миры, я считаю, очень важно. Однажды почувствовала, что произойдет что-то, когда на балконе прилетел черный голубь на вид маленький и большой. Ой, нет, больной, что-то неправильно написал. Вскоре мамочка моя сильно упала и очень долго не могла снова встать на ноги. Когда ее выписали домой, я поняла, что не могу больше ухаживать за ней, ведь ей нужен был круглосуточный уход. Я настолько истощилась, что была на грани срыва. Пыталась найти сиделок, но они побыли недолго. Многие бессонные ночи работы сделали очевидным, что одна я не вынесу. Мне пришлось определить маму в дом престарелых. Здесь, в Германии, очень хороший уход. Я после тяжелого выбора увидела, как к маме ласково относится, и успокоилась. Ходила к ней каждый день. Персонал меня полюбил. Но во мне все же жила вина за то, что я не сама за мамой ухаживаю, что настолько беспомощна. Через год мамы не стало, она умирала долго. Ее положили очень высоко, теперь я понимаю, что так делать нельзя. Из ваших лекций, да, душа не может освободиться. Когда на кладбище мы стояли у могилы, куда должны были опустить тело, прилетел рой пчел. Я не сразу это поняла, был сильный гул. Только когда я подняла глаза, увидела темное облако. Это событие произвело на меня огромное впечатление. Мне кажется, что это как-то связано с мамой. Я изливаю душу перед вами, как будто исповедуюсь. Почему не отпускает меня вина перед мамой? Я правда делала все, на что хватало сил. Я плохая дочь? Нет. Меня послушайте внимательно. Когда человек болеет, он забирает у живых энергию жизни. Делает это не специально, не нарочно. Так человек устроен. Его ментальное поле, энергетическая эта оболочка, она забирает нашу силу из нашей энергетической оболочки, из нашего ментального поля, для того, чтобы дальше жить, продлить свою жизнь. Поэтому, не желая того, больной человек – это как антенна, которая передает нам свои сигналы, не очень здоровые, и мы это воспринимаем. Через некоторое время мы сами выглядим как больные. Нас истощает это, у нас нету сил больше. Вы должны были ее сдать сразу. Почему? Потому что вот этот уход профессиональный продлил бы ей жизнь.
Ничего преступного вы не сделали. Вам нужно было работать, все оплачивать, кормить ее. Наверняка у вас были свои трудности, своя семья. И вы отдали в руки профессионалов, за что вы платили. Там люди, которые умеют ухаживать, люди, у которых есть все приспособления. Там специальные кровати для людей, которые болеют. Там их кормят по режиму, следовательно, соблюдают. Там люди работают посменно, они не истощаются, это их работа, они за это деньги получают, а вы платите. Поэтому никогда не чувствуйте себя виноватым из-за того, что вы человека безнадежно больного отдаете в руки профессионалов. Не надо этого делать, это глупо. Я видела много каналов, где женщина, например, там болезнь Альцгеймера или что-то. Вот недавно же видели, как девочку бабушка ночью вывела, оказывается, выкинула во враг, когда таксист спас. Пожалуйста. Болезнь Альцгеймера, никуда не сдавали, оставляли дома бабушку. И что в итоге получилось? Она чуть не убила внучку. В этот момент человек уже не принадлежит себе. Его тело немощно. Если разум еще действует, то хорошо. Значит, голубь, птица, которая бьется, которая садится на подоконник, на балкон, это всегда, да, предвестник смерти. Таким образом, потусторонние силы дают знать, что кто-то скоро улетит от вас. То, что она умерла, это не ваша вина. Она могла бы умереть еще раньше, если бы она дома была. Вы продлили ей жизнь, отдав в руки профессионалов. Там наверняка и делали ей уколы, обезболивающие, там ухаживали, давали вовремя лекарства и прочее, прочее. Вы ничего плохого не сделали. Тело немощно, и иногда люди сами просят своих детей отдать их в хоспис или куда-нибудь еще, где за ними будет уход. Потому что понимают, что они становятся обузой для родных и близких, и очень тяжело человеку и поднимать. И в итоге у вас будет грыжа, у вас будет болеть спина, вы сами станете инвалидом, понимаете? Зачем это делать? Это неправильно. Это не стоит жертв. Вы же не бросили ее. Вы туда приходили. Какая разница, она дома будет лежать весь день одна? Или там будут люди, она будет развлекаться, она будет с ними общаться, за ней будут ухаживать, пока вы придете, то есть к ней. Нет, не надо говорить, что плохая дочь. Плохая дочь просто оставила бы ее абы где. А вы позаботились о том, чтобы она была в профессиональных руках. Далее, рой пчел. Иногда мертвые используют энергию живых существ для того, чтобы дать знак. Ну, например, вы идете по кладбищу и видите, что кошка трется об ваши ноги. Причем они дикие. Там кошки, собаки, их забрать невозможно. Один раз я пыталась одну кошку, она меня чуть не убила. Там исцарапала все руки. Я хотела домой забрать, пожалела ее ни в какую. Но в какой-то момент они очень ласково себя ведут. Они начинают мурлыкать. Когда человек начинает плакать на могиле, может собака подойти, начать там лизнуть руку, знаете, лежит, смотрит на вас. Они используют энергию животных, энергию, не вселяются туда. Они просто их направляют вот куда-то. Вот как, например, иногда там стая птиц летит куда-то, вот их направляет некая энергия, сила. Вот то же самое. Как вот бывают видеоролики, когда недавно вот, к сожалению, в Абхазии, когда сгорели эти бедные дети, во время похорон на их гробики сели голуби, на каждый гроб. И один из этих голубей сел на голову отца, который очень сильно переживал и плакал. Он просто пришел, прилетел. Обычно так не делают, птицы все-таки пугливые. Вот прям так прийти и сесть на голову. Показывали, когда на голову матери погибшего солдата, опять же, птица села. Причем она прилетела, эта голубь, и как будто знала вот все комнаты, где что находится. Прям уверенно она полетела прям к матери и села на голову. Это 40 дней, по-моему, поминальный день был. Они используют, значит, энергию животных в основном, потому что они более, как бы сказать, податливы на манипуляции, чем человеческая энергия. И с помощью них дают знаки. Вот это рой пчел, которая прилетела, это точно это как прощание с вами.
что я здесь, я тебя вижу, и я присутствую, я существую. У разных народов есть разные поверья. Например, считается, что мертвый все видит, слышит до того, как его отпели и спустили в могилу. После этого он, значит, рушит его связь. Вот эти вот простыни, да, которые потом раздают, хотя это не очень правильно, я считаю, их не надо забирать никуда, но вот это вот простынь, которым спускают, лента, простынь, это же не просто так называется рушник, оно разрушает связь умершего с миром мертвых, разрушили все, отпели и спустили туда его. И закрыли. После этого он считается ушедшим. Именно поэтому эксгумация тела, там, открыть, вытащить тело и так далее считается смертельно опасным, потому что, ну, как бы, его уже отправили с этого мира. Ты не имеешь права открывать и возвращать его обратно. Он должен найти покой. Вот, собственно говоря. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Отпустите это бесполезное чувство вины. Вы этим чувством, наоборот, мешаете ей найти покой, потому что все время плачете, вините себя в чем-то. Не надо себя ни в чем винить. Не вы ее уронили, не вы ее толкнули. Так получилось. Пришло ее время. Каждый человек от чего-то умирает, понимаете? Ну вот приходит время умереть. Раз и отключился и ушел, нет, конечно. Кто-то болеет, кто-то падает, долго не может встать, и подходит время. Считать, что я виновата в чьей-то смерти, это считать себя Богом. Почему? Потому что только боги решают, кому когда уйти. Но если ты считаешь, что это ты так решила, это из-за тебя так случилось, это потому что ты вот так привела к этому, значит, ты Бог, получается, раз ты можешь решать, кому когда уйти и сколько жить. Нет, конечно. Ее время было вот от сих до сих. Если бы она не упала и через некоторое время не ушла, значит, она бы, может быть, просто сердцем стало бы плохо, может, попала бы в аварию. Но она ушла бы именно в тот день, когда ей надо было уйти. Не надо себя винить в этом. Это глупо и совершенно вот это вот самобичевание вообще ни к чему. Я вам скажу, что для мертвых вот это наше постоянное обвинение себя, вот я, зачем я вот это, мне надо было вот это. Это очень неправильно. Это им мешает уйти на покой. Отпустите его. То есть ее, эту душу. У нас были знакомые, когда она должна была брата позвать к себе на работу. Значит, надо было ей пока устроиться, потом ребенок заболел, она не могла долгое время, пока еще говорил, подожди немного, потом еще что-то. И так получилось, что он попал в аварию и погиб. И вот она всю жизнь себя винила. Вот мне надо было позвать его, я должна была вот это, ребенок заболел, я все равно надо было позвонить ему, денег отправить, чтобы он приехал. Если бы я позвала, он бы сейчас был живой и так далее. В конце концов, он ей приснился и сказал: хватит уже мучить мою душу. Я ушел, когда пришло время. Перестань, прекрати мучить мою душу. Мне от этого хуже. Поэтому отпустите. Пришло время вашей матери, она ушла. Вы ничего плохого не сделали. Вы оплачивали все ее пребывание, приходили к ней постоянно. Она видела ваше присутствие, она знала, что вы рядом. Вам пришлось это сделать, потому что вы должны работать и оплачивать. Никто бы за вас это не сделал. Вот если бы вы до последнего держались за нее, и она бы лежала дома, то вас бы выгнали вдвоем на улицу, это было бы хуже для вашей матери, чем то, что вы оплачивали достойный уход. Так что вы, наоборот, сделали правильно, что вы обеспечили ей нормальный уход. Они сидели и не знают, что делать, и вот чуть ли не милостыню просить, и вот тогда было бы хуже, она бы умерла на улице, голодная. Правда ведь? Тогда не глупо ли себя винить в том, что вы старались обеспечить ей нормальную жизнь, даже последние годы? Вы вините себя в этом? Не надо себя в этом винить. А уход ее не от вас зависел. Она ушла, когда пришло ее время. Не нам решать, кто когда должен уйти, понимаете? Нас никто не спрашивает. Вот так. Всем удачи, всех благ. Надеюсь, что эта лекция тоже будет вам полезна.